Истоки творчества следует искать в активности мозга. При этом, исходя из характера творчества, реализм, мемуары, история, фантастика, фэнтези, можно определить, какая именно зона мозга активна. Однако от чего зависит активность конкретной зоны мозга? Во-первых, от касты. У людей с первой по третью касты активно левое полушарие, у людей четвертой касты правое. Во-вторых, активность правого полушария возрастает у медиумов при смене пола в следующем воплощении. Основное отличие магов от медиумов состоит в том, что у магов активны и левое, и правое полушарие. Это дает им возможность управлять каналом взаимодействия с внешним миром, зона воздуха, верхнее подключение и активностью союзников, зона Земли, кармическое ядро. У медиумов эти зоны не контролируются сознанием. Можно сказать, что их энергия фиксации ТС минимальна, поэтому происходит залипание на внешних источниках энергии. Сам медиум не контролирует своего состояния, поэтому для применения его способностей нужен внешний оператор. Для магов медиумы выполняют аналогичную роли собаки для специалиста-кинолога. Известно, что нюх натренированной собаки помогает искать людей, следы наркотиков, взрывчатки и других веществ, считывая их запах. Маг может использовать медиума как инструмент для считывания внешней информации с людей или неживых объектов, артефактов. Например, известный маг Вольф Мессинг жил в Польше до начала Второй мировой войны и участвовал в поиске перстня, украденного в замке одного посольского магната. Мессинг привлек к поискам девочку, не достигшую половой зрелости. Дети до полового созревания являются медиумами. Пройдя вдоль шеренги слуг, девочка сразу почувствовала эмоцию страха, исходящую от повара, укравшего перстень, и даже смогла считать с него информацию о месте, в котором повар спрятал этот перстень. Роль Мессинга свелась к погружению ребенка в состояние транса, формулированию задания и удержанию внимания ребенка на объекте исследования.